Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию овального донышка для сумки Tote. В предыдущем видео мастер-классе я показывала, как связать такую сумку с кожаным донышком. В этом мастер-классе мы заменим кожаное донышко на вязаное. По окончании вязания донышком вы можете посмотреть предыдущий видео мастер-класс, связать сумку с таким же узором медовые соты, либо какой-нибудь другой узор. Материалы для вязания сумочки. Нам понадобится трикотажная пряжа. У меня это вторичная пряжа, толщина нити 9 мм. И крючок номер 6. Вначале нам нужно распустить пряжу с внешней стороны мотка и хорошенько растянуть. Так делаем в процессе всей работы. Оставляем длинный кончик примерно 1 метр. Набираем цепочку 14 воздушных петель. Вяжем первый ряд, пропускаем первую петлю. Начиная со второй петли, вяжем 12 столбиков без накида. В конце остается одна петелька, в нее мы делаем прибавку, вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону, вяжем 12 столбиков без накида. И в последнюю боковую петлю вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Делаем закрытие ряда, вводим крючок под первую горизонтальную петлю и затягиваем открытую петлю наизнанку. Делаем одну воздушную петлю, затем с лицевой стороны на изнаночную вводим крючок ровно под местом соединения в раскол и вытягиваем одну петельку вперед. Затем протягиваем заднюю петлю через переднюю. По окончании первого ряда у нас по окружности 30 петель. Далее мы используем оставленный в начале кончик нити, вводим крючок в первую петельку и провязываем соединительными столбиками вдоль шва. Всего должно получиться 13 соединительных столбиков. Закрываем последнюю петлю и затягиваем нитку на изнаночную сторону.
Далее вяжем крючком второй ряд, и кончик нити можно спрятать внутри этого ряда. От начала ряда вместе с первой петлей провязываем 12 петель. Из них одна первая петля у нас уже есть, плюс 11 столбиков без накида. Далее делаем 3 прибавки, 2 столбика без накида в одно основание. И так 3 раза. Переходим на другую сторону и вяжем крючком 12 столбиков без накида. Затем в конце ряда делаем еще 3 прибавки, 2 столбика без накида в одно основание, так 3 раза. Далее закрываем второй ряд точно так же, как и первый. По окончании вязания второго ряда у нас должно получиться 36 петель. Далее маркерами я отмечаю места прибавок. У нас это первая петля в прибавках предыдущего ряда. От начала ряда провязываем 12 столбиков без накида, учитывая первую петлю тоже. Далее переходим к прибавкам. Делаем 2 столбика без накида в один и чередуем один одинарный столбик. И так делаем 3 раза. Переходим на другую сторону. Здесь тоже отмечаем прибавки. Вяжем крючком 13 столбиков без накида. И далее делаем прибавки точно так же, как с противоположной стороны. 2 столбика без накида через 1 столбик без накида 3 раза. Так мы закончили 1, 2, 3 прибавки и закрываем третий ряд. По окружности должно получиться 42 петли. Мы снова отмечаем прибавки, смотрим, вот у нас прибавки предыдущего ряда, в этом ряду прибавки сдвигаются на одну петлю левее. Далее вяжем крючком 14 столбиков без накида.
Далее делаем 3 прибавки, чередуем их через 2 одинарные петли. Переходим на другую сторону и провязываем крючком 14 столбиков без накида. Далее делаем 3 прибавки, чередуем их через 2 одинарные петли. Заканчиваем 4 ряд. 1, 2, 3 прибавки. Обратите внимание, заканчиваем прибавкой этот ряд. И далее закрываем 4 ряд. По окружности у нас получается 48 петель. Далее вяжем 5 ряд. Отмечаем место, где у нас будет первая прибавка. Провязываем 12 столбиков без накида от начала ряда. Далее чередуем 3 прибавки через 3 одинарные петли. Закончили. 1, 2, 3 прибавки, между ними по 3 одинарные петли. Переходим на другую сторону. Здесь 15 столбиков без накида. И опять делаем 3 прибавки, чередуем через 3 одинарные петли. Заканчиваем 5 ряд. 1, 2, 3 прибавки. В конце 3 одинарные. Закрываем 5 ряд. Итого по окружности 54 петли. И вяжем последний ряд с прибавками, 6 ряд. Отмечаем первую прибавку. От начала ряда провязываем 14 столбиков без накида. Далее делаем 3 прибавки, чередуем их через 4 одинарные петли. Закончили 3 прибавки. 1, 2, 3 через 4 одинарные. Переходим на другую сторону. 16 столбиков без накида. И повторяем прибавки через 4 одинарные петли 3 раза. В конце должно быть 2 одинарные петли. 1, 2, 3 прибавки. В конце 2 одинарные петли. И закрываем 6 ряд. Так, по окружности получилось 60 петель. Донышко немного неровное, вы можете отпарить его утюгом или просто через влажную ткань сухим утюгом прогладить. После того, как мы прогладим донышко, мы вяжем по кругу 60 столбиков без накида, без прибавок. Закончили, связали последний 7 ряд донышком, 60 столбиков без накида, без прибавок. И вот с этого момента мы можем уже с вами далее вязать узор соты в
предыдущем видео я показывала, как вязать этот узор на 60 петель по кругу. Посмотрите, у нас вязаное донышко по размеру совпадает с кожаным. Итак, вот такое донышко мы связали для такой же сумки. Далее можно продолжать вязать узор медовые соты. Он у меня показан в предыдущем видео мастер-классе. Давайте измерим донышко сумки. Длина 25 сантиметров и ширина 12 сантиметров. Теперь давайте измерим наше вязаное донышко. И у нас получается также длина 25 сантиметров и ширина 12 сантиметров. Я надеюсь, этот видеомастер-класс был для вас полезен. Желаю вам успехов в вязании. Обязательно делитесь вашими работами в Инстаграме. Вяжите такие красивые сумки. Мой Инстаграм nitka.kz. Также мой ТикТок и YouTube канал. Подписывайтесь на мой YouTube, чтобы не пропускать новые видео. До новых встреч!